It was at this moment Jackson knew. He f***ed up. Всем привет, с вами снова Генопилот. В этом видео я расскажу про оборону против ПВО, постараюсь сделать это как можно проще и понятнее, а вам уже решать, каким способом пользоваться. Поехали! Итак, что я не буду показывать в этом видео? Я не покажу вам, как сбивать подлетающие ракеты при помощи ракет с тепловым наведением. Я не расскажу вам о том, как попытаться сбить ракету при помощи встроенной пушечной установки, а также не расскажу о использовании кинетической энергии самолета и предельно малых высот для того, чтобы слить энергию ракеты, сблизиться с целью, заставить ее обороняться и потом расстрелять из ВПУ. В большинстве случаев пилоты-новички сами применяют эти методы интуитивно. Потому что они понимают, что эффективность обороны против современного ПВО достигается высокой скоростью на сравнительно малой высоте. Поговорим о фундаментальных принципах обороны против любого радиолокационного ПВО. В моем прошлом видео про принцип работы доплеровского радара и маневры для отражения атак истребителей, ссылка будет сверху, я рассказывал вам о том, как радар видит цель в небе, и что длина волны, отраженная от сближающейся с наблюдателем цели, уменьшается, а удаляющейся увеличивается. Если курсовой угол цели составляет 90 градусов, то радару сложнее ее отслеживать, потому что длина, отраженная от цели волны, остается неизменной. В случае с радаром ПВО история та же, за исключением того, что мы не можем быть для радара на фоне Земли. Конечно, можем, но тогда полет быстро закончится. Начнем. Рассмотрим оборону против ЗРК С-300. Мы начинаем в 50 километрах от цели на высоте 2000 метров, атака с моря, нет рельефа, за которым можно укрыться, и средняя высота. Противостоит нам комплекс С-300 и 4 самоходных установки ТОР. Получив предупреждение о жестком захвате радаром С-300, я пикирую, чтобы разогнать самолет. Выполняю левый вираж и создаю курсовой угол с радаром ЗРК, равный 90 градусов. Мне помогает в этом метка на СПО. Следим за дымным следом, смотрим на ракеты и выбрасываем пару диполей. В тот момент, когда мы замечаем, что у ракет сработал самоликвидатор, сразу приступаем к развороту на 180 градусов. Сохраняем угол 90 градусов. Сопровождаем ракеты взглядом. На этот момент они примерно прошли полпути до нас, отстреливаем фольгу. Наблюдаем, как ракеты самоликвидируются, и приступаем к следующему развороту. И получается идеальная ситуация для контратаки, так как С-300 только прицелилась и выстрелила по нам, а мы уже находимся на прямом боевом курсе для применения противорадиолокационных ракет. Немного задираем нос, выполняем пуск ракеты и левым виражом ставим самолет под 90 градусов к радару. Снова на середине дистанции выполняем отстрел дипольных отражателей. В этот момент я принимаю решение не разворачиваться на 180 градусов правым виражом, а изменить зону атаки. К этому времени ракета Харм уже должна достичь цели. В этой миссии я поставил 2 радара С-300, поэтому она продолжает сопровождать меня, не так точно, как она хотела бы, но все равно продолжает. Выполняем разворот в сторону радара С-300 и применяем ракету Харм. Сразу после пуска правым виражом ставим радар противника на 9 часов. И возвращаемся в первоначальную зону атаки. Пропало предупреждение об облучении от ЗРК С-300, мы понимаем, что мы полностью ее погасили. Рядом с ней стоят 4 установки ТОР, но погасить их, используя всего 2 Харма, у нас не получится. Они отлично перехватывают угрожающие им ракеты. Поэтому просто пустим Хармы и отойдем. Как ожидалось, торы отлично справляются со своей задачей, а мы возвращаемся на базу. Итак, давайте на ускоренной перемотке посмотрим, какие маневры мы использовали. Радар на 3 часа, отстрел диполей, разворот на 180 градусов, выполнение контратаки с пуском ракеты Харм, изменение зоны атаки, радар противника на 3 часа и повторное применение ракеты Харм. Следующая дуэль у нас будет ЗРК Патриот.
В DCS с этой системой все немного сложнее, потому что ракеты у нее точнее, чем С-300, радар не так боится маневра ночь и теряет цель только когда курсовой угол равен 90 плюс-минус 3 градуса. Вдобавок ко всему вышесказанному, ракеты возобновляют преследование цели, как только она снова встает на сопровождение, в отличие от комплекса С-300. По аналогии с прошлой дуэлью, получив предупреждение о пуске, разворачиваем самолет таким образом, чтобы радар противника был на 9 часов от нас. Выполняем отстрел диполей и визуально сопровождаем преследующие нас ракеты. Они уходят на наши диполи, мы видим, как срабатывают самоликвидаторы, срочно выполняем разворот на 180 градусов. Повторяем упражнение, ставим на 3 часа и отстреливаем диполи. Мы наблюдаем, как одна из ракет сошла с курса и самоликвидировалась, в то время как вторая ракета продолжает преследование. Я вижу ее визуально и решаю набрать высоту. Я смотрю на Илс и понимаю, что допустил ошибку в сохранении курсового угла с радаром. Наблюдаю следующий пуск и ищу удобный момент для того, чтобы отразить атаку и развернуться на 180 градусов. За этот короткий разворот я немного сближусь с целью. По СПО слышно, что радар на долю секунды теряет меня, и именно в этот момент ракета устремляется в ложные цели. Выполняю правый вираж, но я допускаю ошибку, потому что я не вижу следующую ракету, которая уже приближается ко мне. Я резко докручиваю угол 90 градусов, и в самый последний момент ракета самоликвидируется. И по звуку СПО можно было снова заметить, что радар на долю секунды потерял меня. Далее, по какой-то причине, радар перестал меня облучать. Возможно, причина в том, что я спустился чуть ниже и сейчас набираю высоту. Может быть, они там заряжали супер-убер ракету, нужную, чтобы наконец-то поразить меня. А может, фольга была в этот раз разноцветная. Но как только я поднялся чуть выше, радар снова взял меня в сопровождение. И в этот момент я находился достаточно близко для того, чтобы контратаковать. Захватив цель, я выпустил АГМ-122 Sidearm. Выполняя левый вираж, смотрим на СПО и ставим радар на 3 часа. После пуска логичнее отойти, но здесь я этого не делаю, чтобы сохранить чистоту эксперимента, а также не надеюсь на один сайдарм, потому что он может встретить на своем пути какой-нибудь дом, трубу, деревья и прочее. В этом моменте видно, что дистанция настолько маленькая, что ракета, не выключая стартовый двигатель, пытается меня перехватить, но спасают диполи. Тем временем сайдарм достигает своей цели, и СПО резко замолкает. Таким образом, мы успешно выполнили контратаку против ЗРК Патриот. Давайте посмотрим повтор атаки в быстрой перемотке. Я специально не стал использовать самолет Су-25Т в качестве примера, потому что он является лучшим для противодействия подобным угрозам, он достаточно быстрый и располагает всем необходимым вооружением для атаки с большой дистанции. В этом видео я в первую очередь хотел продемонстрировать пилотам-новичкам геометрию маневра «Ночь» против радиолокационного ПВО. Я надеюсь, это видео будет вам полезным. Если хотите увидеть оборону против нескольких ЗРК, которые обстреливают вас с разных азимутов, напишите мне об этом в комментарии. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Гена Пилот. Увидимся.